Металлоискатель Mainlab Equinox 600 – это младшая модель из линейки Equinox. Прибор имеет влагозащиту, его можно погружать под воду на глубину до 3 метров. Работает на технологии Multi-IQ. Благодаря этой технологии прибор одинаково хорошо видит крупные и мелкие цели на любых типах почв. Комплектуется 11-дюймовой Double D катушкой, а также проводными наушниками. Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 5000 мАч. На тыльной стороне блока расположена магнитоплощадка для зарядки устройства, динамик, разъем для подключения проводных наушников. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находятся кнопка включения-выключения, кнопка подсветки, кнопка режима поиска, кнопка «Все металлы», кнопка «Pinpoint», кнопка выбора частоты, кнопки регулировки настроек, кнопка «Принять-отклонить», кнопка меню настроек, кнопка Bluetooth, светодиодный индикатор батареи и дисплей. Металлоискатель Mainlab Equinox 600 имеет 4 варианта озвучки: 1 тон, 2 тона, 5 тонов и 50 тонов полифония и 50 сегментов дискриминации. При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик, а значение дискриминации выводится по центру дисплея. Таким образом, мы примерно понимаем, какая цель находится у нас под катушкой. Мы рассмотрим пример на 5-тональной озвучке. Первым низким тоном озвучиваются цели с VDI от минус 10 до 0. Сюда попадают цели из черных металлов. Вторым и третьим тоном озвучиваются цели с VDI от 1 до 10 и от 11 до 20. Сюда попадают цели с низкой электропроводностью, такие как фольга, алюминий, золото. Четвертым и пятым тоном озвучиваются цели с VDI от минус 21 до 30 и от 31 до 40. Сюда попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты. Помните, что точная позиция разрыва тона отличается в зависимости от выбранного вами режима поиска. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности. Всего 25 уровней. Каждый прямоугольник указывает приблизительный уровень и вмещает в себя 5 ступеней чувствительности. Чем больше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются сложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Чуть выше находится индикатор подсветки, над ним индикатор батареи. В правом верхнем углу располагается индикация подключенной периферии. Ниже трекинг баланса грунта, появляется при активном отслеживании грунта. Чуть левее располагается индикатор глубины. Каждый треугольник равен примерно 5 см. Соответственно, если горит один треугольник, значит цель находится под катушкой на расстоянии 5 см. А если горят 5 треугольников, значит глубина залегания цели примерно 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Еще ниже по центру дисплея находится индикатор частоты. Под ним находятся режимы поиска. Настройка режимов. Mainlab Equinox 600 имеет 3 режима поиска: парк, поле, пляж. И каждый режим имеет 2 регулируемых профиля с уникальными настройками по умолчанию. Парк 1. Профиль Парк 1 оптимизирован для современных монет и более крупных ювелирных изделий с настройкой дискриминации, отсекающей сигналы со значением VDI меньше 2. По умолчанию режим имеет 5-тональную озвучку. Парк 2. Профиль Парк 2 больше подходит для опытных пользователей. По умолчанию установлена озвучка полифония. Дискриминация отсекает только черные металлы со значением VDI меньше 0. Поле 1. Профиль поле 1 предназначен для общего поиска с высоким отклонением мусора. Это облегчает поиск желаемых целей. Настройка дискриминации отсекает сигналы со значением VDI меньше 3. Первый разрыв тона устанавливается так, чтобы идентификаторы цели 1 и 2 производили такой же низкий тон, как и железные цели. Поле 2. Профиль поле 2 подходит для мест с высокой плотностью целей из мусора. Он лучше обнаруживает маленькие монеты, стоящие на ребре или залегающие на большой глубине. По умолчанию режим имеет 50-тональную озвучку. Маска дискриминации и настройка разрыва тона такие же, как и в режиме поле 1. Пляж 1. Профиль пляж 1 наиболее полезен для поиска на мокром и сухом пляжном песке, а также на мелководье, где преобладают проводящие сигналы соли. Он имеет хорошую чувствительность к монетам и мелким ювелирным изделиям. Профиль пляж 1 уменьшает сигнал соли, сохраняя при этом высокую чувствительность. Пляж 2. Профиль пляж 2 дает наилучший результат при поиске в болотистой местности или на мелководье, когда катушка и металлоискатель полностью погружены под воду. В этих случаях присутствует очень сильный солевой сигнал, поэтому профиль пляж 2 имеет более низкую чувствительность, что приводит к значительно меньшему шуму. Этот профиль также может быть полезен в сухих условиях с чрезвычайно высокими уровнями шума грунта. Изменение частоты.
Нажмите на кнопку выбора частоты для того, чтобы изменить рабочую частоту. Доступные частоты 4, 5, 10, 15 кГц и мультичастота. Низкая частота позволяет находить более глубокие цели, а высокая более чувствительна к мелким целям. Мультичастота вмещает в себе преимущества низких и высоких частот. Меню настроек. Для того, чтобы перейти к настройкам металлоискателя, однократно нажмите кнопку с шестеренкой. Каждое последующее нажатие этой кнопки перемещает вас к следующему пункту меню. В настройках вам доступны такие пункты, как отстройка от электропомех, настройка баланса грунта, регулировка громкости, настройка порогового тона, настройка тона цели, настройка маски дискриминации и скорость восстановления. Вы можете производить настройку металлоискателя в любом из выбранных режимов поиска. Все выбранные вами настройки сохраняются автоматически даже после выключения металлоискателя. Отстройка от электропомех. Mainlab Equinox 600 имеет автоматическую отстройку от электропомех. Для того, чтобы ее произвести, необходимо перейти в меню настроек, выбрать пункт «Настройка от электропомех» и нажать кнопку «Принять-отклонить». Отстройка от электропомех выполнится приблизительно в течение 8 секунд. Ручная настройка баланса грунта. Перед настройкой откройте маску дискриминации и выберите чистое место. Затем перейдите в настройки, выберите пункт «Баланс грунта», меняйте значение с помощью кнопок «плюс» и «минус» и двигайте катушку на расстоянии 2,5-15 см над землей. И выберите самый тихий канал. Баланс грунта отстроен. Автоматическая настройка баланса грунта. Перед настройкой откройте маску дискриминации и выберите чистое место. Затем перейдите в настройки и выберите баланс грунта. Нажмите кнопку «Принять-отклонить». Двигайте катушку на расстоянии 2,5-15 см над землей. Во время настройки вы увидите цифры. Баланс грунта будет настроен, как только вы услышите звуковой сигнал, а цифры на экране перестанут меняться. Отслеживание баланса грунта. Эта функция будет полезна при использовании режима «Пляж 2» и при поиске на пляже или в соленой воде. При активном трекинге балансировки грунта металлоискатель непрерывно автоматически настраивает балансировку грунта во время поиска. Это гарантирует, что баланс грунта всегда будет установлен правильно. Для включения этой функции перейдите в меню настройки, выберите пункт «Баланс грунта», нажмите кнопку «Принять-отклонить» и на дисплее появится иконка «Трекинг». Для отключения этой функции повторите алгоритм. Регулировка громкости. С помощью кнопок плюс или минус настройте громкость оптимальную для вас. Также в этом режиме можно настроить громкость черного металла. Для этого нажмите и удерживайте кнопку настройка в течение 2 секунд. Под иконкой появится линия, означающая, что вы находитесь в расширенном меню. Меняйте значение с помощью кнопок плюс или минус. Для выхода в основное меню зажмите кнопку настройка на 2 секунды. Пороговый тон. Это постоянный фоновый звук металлодетектора Mainlab Equinox 600. Имеет регулировку громкости порогового тона в диапазоне от 0 до 25. Для регулировки воспользуйтесь кнопками плюс или минус. Тон цели. С помощью клавиш плюс или минус вы можете выбрать однотональную, двухтональную, пятитональную или 50-тональную озвучку. Также в расширенном меню можно сдвинуть озвучку первого тона в зависимости от ваших предпочтений. Для этого зажмите и удерживайте кнопку «Настройка» на протяжении 2 секунд и осуществите сдвиг тона с помощью кнопок плюс или минус. Настройка маски дискриминации. В этом пункте меню вы можете создавать свои собственные маски дискриминации, чтобы обнаруживать или игнорировать определенные типы целей. Для этого сдвигаю мигающий значок на шкале дискриминации на нужное значение с помощью кнопок плюс или минус. Для того, чтобы включить или выключить выбранный сегмент дискриминации, нажмите кнопку «Принять-отклонить». Для перехода к расширенной настройке разрыва тона удерживайте кнопку настройки на протяжении 2 секунд. Далее измените значение с помощью кнопок плюс или минус. Металлоискатель Equinox 600 позволяет отрегулировать только расположение разрыва тона для железа. Скорость восстановления. Эта настройка влияет на то, как быстро металлоискатель переходит с обнаружения одной цели на обнаружение другой цели. Помните, чем выше скорость восстановления, тем меньше глубина обнаружения. Металлоискатель Equinox 600 имеет 3 скорости восстановления. Для настройки используйте клавиши плюс или минус. Также в этом пункте меню есть расширенная настройка индикатора железа. Для перехода удерживайте кнопку настройки на протяжении 2 секунд. Эта настройка обеспечивает некоторый контроль над ответом идентификатора цели. Для спорных сигналов более низкая настройка индикатор железа позволит естественному ответу доминировать. Это означает, что цель, скорее всего, будет классифицироваться как цель из цветных металлов. Более высокая настройка увеличивает вероятность того, что цель классифицируется как железо. Изменяйте значение в пределах от 1 до 3 с помощью кнопок плюс или минус. Подсветка дисплея. Equinox 600 имеет 3 режима подсветки: высокий, низкий, выключен. Сброс параметров до заводских.
При выключенном металлоискателе зажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока на экране не появятся буквы FP. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Подключение Bluetooth наушников. Сопряжение наушников ML80 требуется только при первом использовании. Металлоискатель Equinox автоматически подключается к наушникам при любом будущем использовании. Убедитесь, что ваши беспроводные наушники включены и находятся на расстоянии не более 1 метра от металлоискателя. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на наушниках ML80 до тех пор, пока не будет слышно 2 восходящих тона, а мигание светодиода чередуется синим и красным цветом. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth сбоку на блоке управления Equinox в течение 5 секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет быстро мигать. Как только прибор подключится к наушникам, они издадут звуковой сигнал, а светодиод состояния будет мигать синим цветом 1 раз в 3 секунды. Наушники подключены. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем ввести поиск с полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересный сигнал. Старайтесь держать катушку металлоискателя как можно ближе к земле. Делайте проводку так, чтобы последующий мах катушки перекрывал наполовину предыдущий. Для обнаружения центра цели при обнаружении сигнала проведите несколько раз катушкой над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов по отношению к цели и совершите еще несколько махов. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Еще один способ определения центра цели — это воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо нажать на клавишу Pinpoint и сделать проводку над целью. По приближении катушки к цели звук будет нарастать.